Что вы представляете себе, когда слышите «Ламборгини»? Наверное, агрессивный рев мотора, роскошный блестящий кузов суперкара, двери, крылья, а? Ага, все так, особенно про крылья. И что я вам хочу сказать, в этом городе «Ламборгини» можно купить за очень привлекательную цену. Но нет, мы не в Италии. И «Ламборгини» тут не машина, а обыкновенная курица. И простите, не обыкновенная, а уникальная. И, судя по ценам, золотая. Добро пожаловать в Абу-Даби! Это жизнь других. Абу-Даби – это столица Объединенных Арабских Эмиратов. И, кстати, самый большой эмират в стране. На этом месте у большинства познания обычно и заканчиваются. И в голове остается лишь смутный образ верблюда на фоне небоскреба. Пора это исправлять. Именно поэтому я здесь и оказалась. Хотите, наконец, понять, почему Абу-Даби – это вовсе не Дубай? И как живут здесь люди? Тогда устраивайтесь поудобнее, сейчас будет интересно. Спойлер, а живут здесь, кстати, очень даже неплохо. Что я знаю про Абу-Даби? Живет тут около 4 миллионов человек. В городе соединяется роскошь стеклянных небоскребов и пыль горячих песков. Абу-Даби входит в тройку самых дорогих городов Ближнего Востока. 95% производства нефти сосредоточено именно здесь. А еще Абу-Даби собрал все самое лучшее со всех уголков мира. Тут есть собственный Лувр, японский музей и даже нью-йоркский Манхэттен. Но если бы я родилась в Абу-Даби, что, кстати, большая удача, и об этом я вам еще расскажу, то я бы как Фалкон отдыхала в самом крутом спа, где несколько работников подпиливали мне ноготки. На обед я бы ела только сырое свежее мясо. И да, я была бы соколом. А может быть, я бы стала самым молодым шефом, как Майта Уоршоу, и получила мишленовскую звезду. Но если бы я переехала жить в Абу-Даби, как Абдулла, то также снимала бы двухкомнатную квартиру для себя и своей собаки. И, конечно, любила бы гостей по выходным, собирала бы всех друзей. Ой! Первое впечатление о городе. Много небоскребов, стекла и мало людей. Хотя чему я удивляюсь? На улице плюс 45. Я иду в бассейн. Что делают остальные в эту жару, представления не имею. Судя по тому, что в бассейне только один мальчик, где-то они прячутся. Мальчик, я иду к тебе. Я люблю местный климат уже 25 лет, сколько здесь живу. Это прекрасный город для жизни. Я к местному климату привык. Да, здесь жарко, но везде есть кондиционеры, даже на автобусных остановках. И есть закон. С июня по сентябрь сокращаются часы работы под открытым небом. Но родись я в Абу-Даби, у меня был бы личный водитель, который отвозил бы моих детей в школу. И на каникулы мои дети ехали бы не к бабушке, а в Японию изучать местные нюансы ведения бизнеса. Но обо всем по порядку.
пришла в школу. Школа частная. Говорят, что тут есть государственные, но в них тоже нужно платить за что-то. За что, в общем, сейчас я все выясню. Учатся в школах в Абу-Даби 13 лет. И это единственное, что объединяет школы в Абу-Даби. У нас британская программа образования в сочетании с национальной идентичностью Эмиратов. Но соседняя школа может идти по американской программе, другая по французской, итальянской и даже канадской. Вот так. Чтобы разобраться в системе образования, надо сломать мозг. Но попытаюсь рассказать просто. Уроки стартуют в 7:45 и заканчиваются в 3 часа дня. А ты в школу во сколько просыпаешься? Я живу далеко от школы, поэтому мне приходится просыпаться немного раньше обычного, в 6 утра. То есть, а ты просыпаешься, и тебя водитель уже ждет возле дома? Да, мой личный водитель живет с нами в доме. Оба моих родителя работают и не могут возить, поэтому есть отдельный человек, который меня отвозит и встречает. Но главная фишка школы, в которую я пришла, это то, что здесь воспитывают счастливых детей. Понять бы, что это значит. Может, тут есть какие-то особые уроки счастья? Так, я сейчас в арт-классе. Ну, самое интересное, что для меня было интересно, они разрисовывают кроссовки. Боже мой, если у меня был бы такой урок, чтобы я разрисовывала кроссовки... у меня и кроссовок не было, да, вспомнила. Мы гарантируем, что наши ученики вырастут здоровыми и счастливыми. Мы уделяем большое внимание благополучию. Мы называем нашу модель «позитивное образование». Наши ученики посещают творческие уроки, спорт, уроки осознанности и правильного питания, чтобы они стали всесторонне развитыми людьми. Еще тут театральные постановки ставят. Но для того, чтобы в них участвовать, нужно пройти кастинг, нужно поступить, нужно учить. То есть это все очень серьезно. Так посмотрите, правда, счастливые дети. Интересно, это что, им и оценки плохие не ставят, и не ругают? Если ученики совершают ошибку или промах, мы стараемся научить их, как извлечь урок из этой ошибки. Если ученику необходимо наказание за плохое поведение, мы встретимся с родителями и проведем беседу. Но на самом деле правила все же есть. Чтобы поступить в школу, надо постараться и пройти тест и собеседование. Мобильные телефоны запрещены, макияж, пирсинг, украшения тоже под запретом. И дети обязаны при любой погоде носить школьную форму. У нас есть форма: белая рубашка, полностью закрывающая шею, и галстук, а также блейзер. У девочек есть возможность носить серую юбку или брюки на выбор. Оплата за школу составляет от 61 тысячи до 70 тысяч дирхамов в год, в зависимости от того, в каком классе учится школьник. Говорят, что здесь не ругают не только в школах, но даже полиция людей хвалит. И результат, как говорится, налицо. Вот вы знаете, я здесь прогуливаюсь и днем, и вечером, когда уже не жарко. И у меня такое полное ощущение, что тут абсолютно безопасно. Вот я иду, я вот чувствую себя спокойно. Ну, во-первых, тут никого нет. Абу-Даби – один из самых безопасных городов в Эмиратах. Можно забыть закрыть машину или входные двери в доме, и ничего не будет. Абу-Даби – самый безопасный город. Можно машину оставлять открытой, и никто ее не угонит. Ну что, дорогие друзья, я приехала в госпиталь. Самый большой госпиталь в мире. Подождите, еще рано падать с дивана. Почему я сказала не падайте в обморок? Потому что это Соколиный госпиталь. Да, Соколиный, представляете?
То есть я не соврала. Вот так приходит там хозяин со своим пациентом, так сказать, это для них тут места. То есть и сидит, это ресепшн, так вот, они сидят и ждут доктора. Обычно у нас содержится от 100 до 250 соколов каждый день. Но мы можем содержать и до 500. И это делает нас самым большим госпиталем в мире. Соколы тут как в дорогом спа или на курорте. И для них от соколиного нутрициолога до высококлассного хирурга. У нас есть профилактические осмотры у врачей, все передовые обследования, сложные операции на лапах и крыльях. В случае переломов наши хирурги творят невозможное. Поэтому к нам приезжают лечиться из других стран. Например, более 100 птиц привезли из Катара с поломанными лапками. Мы уже вылечили их, отправили назад. Усыпили сокола для того, чтобы сделать ему педикюр. Знаешь, как заснул? Страшненький, проснулся красивенький. О, обстригают когти. Кстати, я это то же самое делаю своим собакам. Сокол – это вам не собака и не кошка, с ним надо нежно. Ему лишний стресс ни к чему. И это гораздо сложнее. Поэтому мы собрали лучших специалистов со всего мира. Правда, соколам не так повезло, как местным жителям. Страховки у них нет. Так что нужно платить полную стоимость за услуги. Госпиталь субсидируется государством, так что цены не очень высокие, чтобы каждый сокол мог получить достойное лечение. Сейчас я буду кормить. Почему-то я так нервничаю, что... Крепко Держи держу, крепко, ага. да. И расслабься. О, Господи, о, Господи, о, Господи. Не переживай. Нормально тебе, вкусно? Ну, он такой тяжелый. Помню, что тебя Жанка кормила. На всякий случай. Он весит 3 килограмма, практически как моя собака. Вы спросите, а почему столько чести соколу? Просто в Арабских Эмиратах есть особая страсть – соколиная охота. В прошлом сокол считался необходимостью, чтобы выжить в пустыне. Они сопровождали бедуинов. Сейчас соколиная охота проводится на специальных территориях, где есть лицензия, разрешение на охоту. И всем этим соколам не только наводят красоту, их еще и дрессируют. Практически каждый день, утром и вечером, без праздников и выходных. Потому что соколам нужно каждый день тренироваться и летать. Комфортный отдых начинается с отеля. И в Абу-Даби я выбираю отели Яс Плаза. 6 отелей мирового класса в самом сердце острова развлечений Яс. Рядом все главные достопримечательности. Для гостей все условия: спа, пляжи, рестораны с кулинарными изысками и питанием все включено. Если отдых класса люкс, то сеть отелей Яс Плаза. А недалеко от Абу-Даби, прямо посреди пустыни, можно отдохнуть в комфортном отеле Алт-Хафра. Ощутите арабское гостеприимство. Если тут так птицы роскошно живут, то что говорить о людях? Я отправилась в гости к Абдуле. Он работает инженером и живет один. Добро пожаловать ко мне домой. У меня двухкомнатная квартира. Это мой стол для отдыха, я тут читаю или пью кофе. А вот это зона для работы. Я часто приглашаю друзей, и тут мы сидим и смотрим кино или играем на гитаре. А это твоя квартира или ты ее снимаешь? Нет, я арендую ее. Дорого стоит, аренда такого жилья? У меня квартира с 2 спальнями, поэтому аренда стоит 90 тысяч дирхамов. Сколько? Что-то это прям очень дорого. За такие деньги это должен быть личный повар и уборщица. На самом деле студия в аренду 3,5-4 тысячи дирхамов в месяц, однокомнатная квартира 5 тысяч, двухкомнатная до 7 тысяч – это нормально. Но тут все по контракту, и цены в нем указываются на год, и нужно платить раз в квартал. Стоимость также зависит от локации, учитывается вид, высота этажа. Чем выше, тем дороже. В год аренда может доходить до 45 тысяч дирхамов, а может и миллион. Дополнительно нужно оплачивать электричество и воду. Примерно 500 дирхамов в месяц. А ты сам платишь или родители тебя оплачивают? Я сам оплачиваю. Некоторым снимают квартиры их работодатели, но на моей работе такого нет.
А у тебя тут кто-то убирает, приходит? Нет, я убираю сам. Ну, иногда нанимаю кого-то на пару часов, чтобы пришли и помогли убраться. Это дорого стоит, чтобы к тебе приходили убирать? Нет, недорого. 200 дирхамов за 2 часа. А еду тебе готовят или ты в рестораны ходишь есть? Еду я люблю готовить себе сам. У меня своя здоровая диета. Хотя, конечно, иногда бывает проще пойти в ресторан или заказать доставку. На продукты на неделю у меня уходит где-то 600-700 дирхамов, потому что я сосредоточен только на здоровой еде. Иностранцы очень любят покупать недвижимость в Абу-Даби. Но, как оказалось, не в каждом районе они могут себе это позволить. И дело далеко не в цене. Иностранцы могут купить недвижимость только на островах Яс, Саадият и Рим. И только там. Квадратный метр стоит 1500–3,5 тысячи долларов. Интересно, сколько в принципе тратится на жизнь в Абу-Даби? Я практически в каждом месте люблю делать перерыв на кофе. И, конечно, Абу-Даби это тоже не исключение. Эспрессо заказала. Очень даже не дурно. Сколько стоит? 20 дирхамов. Все, конечно, прекрасно в этом Абу-Даби, но у меня один вопрос. Почему так дорого? Это нормальная цена для чашки кофе. Нормальная цена для чашки кофе, 20 дирхам. Пьем. Кстати, сколько тут нужно зарабатывать, чтобы не ходить пешком под солнцем и вкусно есть? 10–15 тысяч дирхамов будет нормально. Нормально можно жить от 8 тысяч дирхамов. Это где-то 2000 долларов. Это средняя зарплата, на которую можно взять машину в кредит и арендовать жилье. А еда дешевая тут. Потому большинство для хорошей жизни стремится открыть тут бизнес. И это проще, чем сходить в магазин за продуктами. Страна современная, все можно оформить онлайн. За последние 3 года открылось очень много малых и средних бизнесов. Налоги минимальные. Для малого и среднего бизнеса 5%, независимо от дохода. Сегодня по закону в компаниях на 50 иностранцев должен работать 1 местный житель. Обязательно. То есть на 150 – 3 человека местных. Более того, со следующего года каждый год будет увеличиваться процент обязательных местных жителей. То есть раньше был 1, а теперь 2 местных жителя на 50 человек иностранцев. И быть коренным эмиратцем очень выгодно. У них есть особые условия для открытия бизнеса. Бесплатные консультации, гранты, фонды и много привилегий. Они могут без проблем взять заем из фонда имени шейха Заеда или фонда халифа. Но даже если не открывать бизнес, то и на обычной работе, говорят, можно неплохо себя здесь чувствовать. Все работники здесь, вот в этом баре, иностранцы. И чтобы вы понимали, они на полном социальном обеспечении. И у них проживание, у них соцстраховка, у них еда. Их кормят тут бесплатно. Плюс дают еще зарплату. Но я вам подскажу очень выгодный вариант бизнеса. Сама недавно узнала и сразу делюсь с вами. Сельское хозяйство. Ну вот, очень неожиданно, но я в Абу-Даби попала на ферму. Я не понимаю, как тут можно выжить в такую жару, но сейчас посмотрим, что тут. И говорят, тут собрано все самое дорогое и уникальное. От самой маленькой рыбы в бассейне до козы. Вот видите, за мной стоят козы. Вот вы, чтобы вы понимали, это не обычные козы, а может и козлы, то есть я точно еще не уверена. Они стоят от 30 до 40 тысяч дирхам. Вы такие думаете, ну и что, я не понимаю, сколько это. Я вам скажу, у меня просто знакомые недавно купили 3 козы за 2000. Вот и сами решайте, дорого это или недорого такого козла иметь.
И все это посреди пустыни, где на километры вокруг ничего живого. Тут очень сложная окружающая среда для фермы. Мало воды и мало дождей. Мы должны были создать новую водяную систему поставки воды и полива. Вот видите, посреди пустыни озеро. И чтобы оно здесь появилось, фермерам нужно было пробить скважину на 1,5 километра для того, чтобы появилась тут вода и могли выращивать рыбу. И теперь ферма, расположенная в Аль-Айне, производит более 150 тонн урожая и использует инновационные методы для выращивания более 200 тысяч рыб каждый год. Я выращиваю рыб, кур, коз и овец, а также корм для них. Кроме этого, у нас тут овощи, цукини, все по сезону. Также держим 10 ульев, мы продаем мед. Но я собрал все самое особенное, не как во всем мире. А вот и то, ради чего я так сегодня наряжалась и ехала сюда. Я говорю. Итак, Ламборгини. Это наша местная звезда, индонезийская курица, называется ламборгини. Вне моей страны их продают за $2500. Это особенная курица. Ее вывели для королевской семьи. Говорят, у этой курицы черное все: перья, кровь, кожа и даже мясо и яйца. Про эти черные курицы ходит вообще множество легенд, что они и духов изгоняют, и что они волшебные, и то, что они космические. Но на самом деле все обстоит немножечко по-другому, как всегда. Эти курицы вовсе не волшебные, и яйца у них не черные, а самые обычные. Но, возможно, им просто местный климат не подходит. После всего того, что мы увидели, это уже началась дегустация. Это уже наша черная курица, наша ламборгини. Не побоюсь этого слова. Мясо особенно вкусное. При этом я продаю их дешевле, чем во всем мире, за 50 дирхамов. Я вам так скажу, что если бы мне закрыли глаза и дали попробовать курицу, я бы ее вообще на вкус никак не отличила. Но само сознание того, что я ела ламборгини, уже дает мне хорошее настроение. Абу-Даби – город, в котором ламборгини и на дороге, и на ферме. Может, тут даже общественный транспорт не нужен? Иметь машину в Абу-Даби обязательно, потому что даже если посмотреть, все ездят на машинах. Иногда мы ездим на такси, но местные точно не пользуются автобусами. Есть автобусы, стоят 2 дирхама, ездят только туристы. Мы выяснили, что не только туристы, но и экспаты ездят на автобусах. Я думаю, что многие из вас, когда вызывают такси, хотят вызвать такси, чтобы оно стоило подешевле, правильно? Так вот, в Абу-Даби нет таких вопросов и таких задач, потому что тут такси может приехать абсолютно бесплатно. И это еще не конец сюрпризов. Я села в такси, но я попросила, чтобы сел со мной водитель, потому что, честно говоря, я переживаю. Но у него руки на коленях, и мы едем. У него лицо такое же, как будто он тоже машина. Это беспилотное такси, которое ездит без водителя на островах Яс и Саадият. В общем, это такси бесплатное. То есть у каждого человека, жителя, есть приложение, он вызывает, приезжает такси без водителя, и вот он везет тебя по маршруту, по которому ты заказал эту машину. А вы на вызовы приезжаете или то есть без вас машина приезжает? Да, потому что есть такое правило безопасности. Я здесь на всякий случай, если вдруг что-то пойдет не так.
На самом деле водитель не нужен. Он сидит там на случай каких-то экстренных ситуаций. А так работает комбинация сенсоров и искусственного интеллекта. И все абсолютно безопасно. Мы много тестировали машины в разных ситуациях. А если какая-то нестандартная ситуация? Ну, собачка пробежала, ну, мало ли что может случиться. Как вот она может понять, что собачку нужно пропустить, а там машина, там опасность справа, там слева? Вот как она это решает, эти задачи? В таких ситуациях машина автоматически остановится. Даже если кто-то резко выскочит на большой скорости, тоже затормозит. Все продумано так, чтобы было безопасно. Несчастные случаи у вас были? Нет, к счастью, все хорошо. То есть никогда не приходилось тебе экстренно тормозить, чтобы спасти ситуацию, как человеку? Нет, никогда. Она сама. Такая машина не попадает под штрафы уж точно. Все авто запрограммированы на среднюю скорость, с которой разрешено двигаться по острову Яс – 60 км в час, и на автостраде до 100 км в час. А это правда такси бесплатное? Да, это пока тестовый режим, и на этот период все бесплатно. Такси функционирует с 2021 года. Это был способ популяризации опыта изучения мобильности города. Простой и бесплатный. Представляете, мало того, что есть такси без водителя, есть уже и автобусы без водителя. Ни руля, ничего. Ты точно так же садишься. Представляете, тут у тебя есть планшет, выбираешь себе маршрут и поехали. Чудеса, я вам скажу, да и только. Ну все, поехали. А нет, не хочу, я лучше с водителем. Машина даже сама понимает, когда садится батарейка и пора на станцию зарядки. И вы не смотрите, что машина одинокая и без присмотра. Угнать ее невозможно. Во-первых, как помним, в Абу-Даби очень безопасно, а во-вторых, машина и сама с зубами. Все машины охраняются. При попытке взлома или угона двери блокируются. У каждой есть свой идентификационный код, только с помощью которого можно разблокировать систему. Вот до чего техника дошла. Так, ну я пришла в офис. Сейчас посмотрим, как люди работают. Ну, во-первых, это первый работник. Ой. Сидеть. Нормально? Нормально. Во-вторых, вот уже 2 человека, которые умственно работают. Сейчас, скорее всего, они решают какую-то глобальную, серьезную проблему на работе. Это я пришла в офис гейм-индустрии. Тут создают компьютерные игры, которые будут играть по всему миру. Мы всегда стремимся эффективно развивать таланты в игровой и киберспортивной сфере. Мы проводим специальные семинары, сотрудничаем с университетами, и теперь Абу-Даби считается глобальной площадкой для игровой и киберспортивной индустрии. Мы создаем здесь лучшие условия. В-третьих, конечно же, никто и не отменял гольф. Правильно? Потому что что? Потому что только когда ты играешь в гольф и забиваешь в лунку вот этот вот несчастный шарик, ты можешь решить глобальный вопрос. Сейчас я, кстати, вот попробую. Если забью, то, значит, тоже решу один глобальный вопрос. Что вы думаете, у меня вопросов нет в моей жизни? Есть, смотри. Решила. Но условия я уже увидела. Неплохие, как по мне. Ну и другие разработчики оценили. Говорят, сюда со всего мира приезжают работать. Сегодня в Абу-Даби мы сотрудничаем с сотнями компаний, специализирующихся на играх и киберспорте. Мы всегда поощряем соискателей приезжать в Абу-Даби. Тем более, что Эмират обладает огромным преимуществом – обширной экосистемой и множеством партнерских отношений, которые открывают двери для глобальных перспектив. Вот так Абу-Даби собирает по всему миру все самое лучшее. Ну и для тех, кому все-таки не нравится мой голос, кто не может жить с ним, я говорю сейчас про своего оператора и режиссера, придумали вот такое помещение для меня. И обещали мне тоже его купить. И вот так вот я вот каждый день и живу. А что вы думали? Да? Здорово.
Так, что-то я заработалась. Сверяемся со списком задач в офисе. В гольф поиграла, в футбол тоже, на диване повалялась. Работа – это хорошо. Но интересно, когда в Эмиратах задумываются о семье. Я побывала в гостях у Абдуллы, и моему новому знакомому уже 30. Неужели тут молодежи не рассказывают про часики, которые тикают? В каком возрасте приблизительно, плюс-минус, женятся у вас мужчины? Эмиратцы, мои друзья, обычно женятся рано. На этом настаивают их родители. Где-то в 23-25 лет. Ты когда будешь жену выбирать себе, ты на ком захочешь, на том и женишься, или все-таки надо одобрение родителей? Я могу жениться на ком угодно, а среди эмиратцев, моих друзей, принято обсуждать выбор с родителями. Для них важно, какой будет жена и кто она. Им важно, чтобы она была эмираткой, и она должна хорошо готовить, должна быть из хорошей семьи, и люди эти должны иметь хорошую репутацию. А еще тут женщины не ругают, внимание, своих мужей. Ведь в Абу-Даби нельзя публично оскорблять другого человека. У нас запрещено кричать и оскорблять друг друга. Банально, если вы и кто-то еще паркуется, и вы боретесь за одно место, и кто-то на кого-то накричит, можно смело вызывать полицию, и будет огромный штраф за это. А еще мой новый знакомый сказал, что жена должна хорошо готовить. Девочки, мальчики тоже. Берем блокнот и ручку, и сейчас запишите секреты, которые прямо взорвут вашу кухню, потому что мы в мишленовском ресторане. Ой, так, ну что, давайте начинаем. Что мы будем сегодня делать? Это блюдо – смесь эмиратского и азиатского вкусов. У нас здесь есть черный чеснок, креветки, специальный дрессинг-соус. Он очень мощный, как неожиданный взрыв вкусов. Ну ладно, у меня один вопрос. Ко всему тут понятно, что это капуста, это чипсы. Что это такое? А это паприка, чтобы добавить немного остроты для баланса вкусов в блюде. Я думала, что это микрофон. Нужно нарезать очень мелко. Будешь помогать? Да, давай, конечно, давай. Вы понимаете, что я готовлю мишленовское блюдо, не просто. Девочки, учимся. Блокнотики, ручки, все куда ушли? Она думает, что я профессионалка. Хорошо. Теперь кладешь креветку в чипсу, как мороженое делаем. Капусту порезала и креветки намазала. Окей. Ты делаешь даже лучше меня. Мне кажется, я такая талантливая, знаешь, когда меня хвалят. Мне кажется, я все могу. Но потом вспоминаю лицо мужа, когда он ест, и понимаю, что то был сон. А теперь берем черный чеснок и добавляем интересный цвет и вкус. Ну, по секрету скажу, пока она не понимает, не слышит меня, у меня немножко красивее получилось, правильно? Интересно, такая малютка стоит, как слиток золота, или все же дешевле? В нашем ресторане один человек может пообедать за 150 дирхамов. Это закуска, основной и десерт. Для семьи выйдет 500 дирхамов. Но за эти деньги вы получаете суперсервис, особые вкусы эмиратской кухни и особенный опыт. Оно того стоит. Моей новой знакомой всего лишь 23 года. И она уже шеф-повар большого ресторана. Да еще и с мишленовской звездой. В начале карьерного пути было сложно. В нашем обществе не так давно, еще лет 10 назад, считалось, что женщины не работают на кухне, и поэтому обществу было сложно принять меня. Я училась в Швейцарии в школе кулинарных искусств. Как вообще получить звезду Мишлен? Мы очень готовились, делали много блюд на пробу, чтобы удивить гида Мишлен. Мы старались использовать локальные продукты, чтобы отвечать требованиям Мишлен. И мы первый эмиратский ресторан, у которого есть звезда. Скажи мне, а ваши рецепты, это же мишленовские рецепты, это какой-то секрет, или мы сейчас раскрыли его, или что-то ты мне не сказала, чтобы никто этого не знал? Даже если я кому-то дам рецепт, другой человек не приготовит так же, потому что тут есть страсть, любовь, моя энергетика, так что у другого так не получится. Это как дать краски художнику, каждый нарисует по-своему. Конечно. Так, я так понимаю, что у тебя еще много блюд надо приготовить, а я, знаешь, как поболтать, поэтому я пойду, а ты готовь, не буду тебе мешать. Thank you. То есть только я ушла,
делала закуски, и тут такое, ну, не знаю, очень красиво. Так, что это такое? Это наш популярный лукиматный десерт. А на основной рис басмати со специальными специями и ножка ягненка с зернами граната. У нас в стране есть традиция собираться семьями на ланч в выходной. И ягненок обязательно должен быть на столе. И у нас в меню он, конечно, тоже есть. Мне потом не напишите, почему такая толстая. Я хорошо ем. Так, ну и ножка ягненка с орешками, с гранатом тает под ножом. То есть очень сильно мягкая и приятная. Аромат. Просто космос. Девочки, срочно надо записать рецепт. То есть вот такое мясо просто вообще оно до рта, пока дойдет вилка, мясо уже растает. Сейчас попробуем, так сказать, такос от Жанки Мишлен. Все-таки я профи. Господи, господи. Все, выключайте камеру. Это правда, действительно. Даже острота мне не перебивает ничего. Вот все-таки Мишлен, он и в Африке Мишлен, как говорится. Когда я собиралась в Абу-Даби, мне все говорили, обязательно съезди на остров Яс. Вот я здесь, поэтому поехали, посмотрим, что это за остров такой. Почему мне говорили все туда поехать? Остров Яс полон парков аттракционов и всей необходимой инфраструктуры на любой вкус. Все это поместилось на небольшом острове, поэтому здесь так насыщенно и интересно. Тут есть комфортные отели мирового уровня, здесь проводится гонка Формула-1, Гран-при, сюда приезжают мировые селебрити. В парк аттракционов. И вы думаете, о, подумаешь, торговый центр, мы тоже ходим в такие парки развлечений. Но нет, парк аттракционов вот сейчас за моей спиной. Посмотрите на это небо, на эти огни. В общем, здесь счастливы и абсолютно становятся детьми все взрослые, даже такие, как я. И это безумная радость. Идем посмотрим, я так рада. Аж стыдно, но ничего не поделаешь. Тут 3 десятка головокружительных аттракционов. Живут в парке герои любимых фильмов. Тут можно встретить Бэтмена, Супермена и Чудо-женщину, Тома и Джерри, Багза Банни. Тут действительно можно забыть обо всем на свете, потому что карусели, качели, облака. Посмотрите сюда, посмотрите. Посмотрите, это настоящий праздник. Понимаете? Господи! 140 дирхамов. Банкоте, дай денег! Денег, надо за праздник платить? А что ты думаешь? Купила за 140 дирхам, теперь буду ходить с праздником в руках. Кстати, за вход нужно заплатить 345 дирхам. И все. Мне иногда жалко, что мне уже чуть-чуть меньше 100 лет, но тем не менее в этом возрасте, я думаю, я могу себе позволить как раз-таки потерять рассудок и, как говорится, праздник нас догоняет. Идем, пошли, пошли. Говорят, в постройку парка вложили $1 миллиард. Зато теперь сюда приезжают посетители со всего мира. И Warner Brothers World на острове Яс постоянно развивается. Так что скоро тут откроют новую зону, посвященную миру Гарри Поттера. Первую на Ближнем Востоке. Вы, наверное, спросите, Жанна, почему всю программу одни иностранцы? А где же жизнь других, не иммигрантов? Вот только местных в Абу-Даби еще надо поискать. Нет, они, конечно, не прячутся. Просто их тут, не то чтобы очень много.
Местных жителей в Абу-Даби всего лишь 15%. Остальные все жители – это экспаты. Почему так много, спрашиваете вы? Сейчас узнаете. Почему я с шариком, спрашиваете вы? На это нет ответа. Остальные – это искатели возможностей со всех уголков мира. И хотя их здесь и большинство, они никогда не смогут быть тут как дома. Экспаты практически не могут получить гражданство. Нужно быть экстраординарным талантом, либо ученым или инвестором. Я из Германии, местные очень гостеприимные. Когда я переехала сюда, меня встретили с распростертыми объятиями. Я сразу нашла друзей, и теперь я часть эмиратской культуры. Я здесь не чужая, и это невероятно. Я из Мексики. Живу здесь почти 2 года. Я не собираюсь здесь оставаться, но, возможно, если я найду идеальную работу, то, конечно же, постараюсь задержаться. Можно родиться в самом богатом эмирате страны, а можно приехать сюда жить. Абу-Даби как магнит притягивает множество людей со всех уголков планеты. Он обещает возможности, но это совсем не значит, что жизнь здесь как красочный парк аттракционов. Ведь даже на американских горках есть взлеты и падения. И звезды, даже Мишлен, не падают просто так с неба. Местные и приезжие знают, чтобы выиграть эту жизнь, придется как следует потрудиться. Но когда вложишь в этот эмират частичку своей души, то уже не сможешь отсюда уехать. И никакие недостатки, как, допустим, жаркая погода или невозможность получить гражданство, не заставят разлюбить этот город контрастов среди пустыни. It's no use living if you're already there. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. В Абу-Даби я люблю его атмосферу и характер. Тут есть во всем история. Многие жалуются на жаркую погоду. Но если бы они жили в холодной стране, они бы тоже жаловались. Лучше Эмирата, чем Абу-Даби, не найти. Это город возможностей, и здесь рады каждому. Смотрите в следующей серии. Я постараюсь подружиться с жирафом Боже, какая красота! и побываю в настоящем оазисе среди пустынь. Видите, вот эта вот вода, она горячая. А на рынке найду уникальные финики, которые можно даже диабетикам. Сказали, что они не сладкие для диабетиков. Какой-то спецсорт.